Мы уже не стали даже выходить на улицу. Так ее боялись. Это ихняя жлоба. Зависть. До 4:30 утра она долбила в двери, тарабанила. В какие двери? По всем соседям. Последний раз он бежал. И это все видели. Побитый бежал. И вас Кристина била? Она врывалась к нам в квартиру. Она то ругается с мужем, посылает его материться. Я хотела понять, с кем он общается. Я разорвала ему трусы вот так сзади взяла. Он у меня перевернулся, а она убежала. Я с ним не сплю в одной постели, я с ним не живу. Кристина, ну что там происходит у вас дома? Они завидуют от того, что я сильная, от того, что я смелая, от того, что я твоих детей рощу знаю. Добрый день. Саш, ты знаком со своими соседями? Как тебе сказать? К счастью или к сожалению? Скажи, как и есть. К сожалению, да. Короче, программа о том, что перед тем, как куда-нибудь переехать, выбирайте соседей. Это обычный пятиэтажный дом в городе Березники. А это жители этого дома. И их соседка, 28-летняя Кристина Головина с первого этажа. Вот уже 2 года соседи, проходя мимо квартиры Кристины, содрогаются. Мы уже не стали даже выходить на улицу. Так ее боялись. Ночью прибегала к нам, врывалась в квартиру, угрожая ножом. На мою жену напал он, да. Цепилась ей в волосы, вырвала круг волос. У меня жена была с ребенком. Они уверены, вся причина такого поведения девушки в патологической ревности к ее 58-летнему мужу Вове. Она стала ревновать нас, всех, и старых, и молодых, и пожилых. И стала устраивать драки. Однако сама Кристина считает, что все эти люди просто завидуют ее счастью. Это ихняя жлоба. Зависть. Как так? Он жил бичом, с крысами, а тут Кристина молодая появилась, конечно. Как не жлобить на такую женщину? Сегодня в студии «Мужского-женского» мы постараемся понять, из-за чего на самом деле мирная жизнь соседей превратилась в ад. Оправдана ли ревность молодой жены? И как может остановиться ураган Кристина? В нашей студии один из жильцов этого дома, Сергей Вшивков. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вас заставило обратиться к нам на программу? 7 месяцев назад моей семье так посчастливилось, скажем так, в кавычках, поселиться в этот подъезд. И, можно сказать, с первого дня, в момент, когда мы заносили вещи, мы познакомились с этой Кристиной. При входе в подъезд было завалено полностью вещами мужскими. Там и телевизоры, и магнитофоны, и личные вещи. Мы как бы внимания не придали, поднялись. Буквально через несколько часов мой старший сын заходит домой, глаза дикие. На вопрос, что случилось, он мне говорит: выбежала какая-то бешеная, схватила зашкварник и начала говорить, что он у нее ворует вещи. Я, конечно, соответственно, спускаюсь с ребенком вниз, поговорить с соседкой. На первое мое, конечно, замечание я услышал отборный мат. Буквально, наверное, через месяц опять у меня он же приходит, опять глаза бешеные. Но на этот раз в его адрес была уже угроза, что он фекалиями мажет ее двери. Вот. И последней каплей уже для обращения в СМИ была у нас ситуация буквально недели 2 назад. 20 часов у нас подъезд просто сходил с ума. Это продолжалось 20 часов, долбежка в двери. Мы до 5 утра, до 4:30 утра она долбила в двери, тарабанила. В какие двери? А всем соседям. По всему подъезду. То есть она ходила по подъезду? Она ходила по подъезду и выбивала всем двери. Ко мне лично позвонила в 2:30 ночи, она попросила спичек. Когда я отказал, начались удары в дверь табуреткой.
Вызывали полицию. Там полиция просто вот эти 20 часов менялись экипажи один за другим. Они с ней поговорили, пытались ее забрать. Они приходили, беседовали. Мы ждали тоже хотя бы, или ее заберут, хотя бы поспать, чтобы спокойно. Или детей, может, заберут. Дети, она когда долбилась, дети ее маленькие орали в подъезде. Давайте глянем фрагмент из сюжета местного телевидения про ваш конфликт. Да у нас это уже 4-3 год продолжается. 3-й год там уже заявлениями завалена милиция. Тут люди уже вон доведены. Нас настолько терроризирует. 20 часов выбивала нам двери. Сорвала все. Ребенок боится со школы, например, заходить в подъезд. Потому что уже было неоднократно, что она просто кидается на него. На дочь 2 раза драться лезла. Потом ночью прибегала к нам, врывалась в квартиру, угрожая ножом. А на мою жену напала недавно. Она заходила в подъезд, та вцепилась ей в волосы, вырвала круг волос. У меня жена была с ребенком. Вот на вас жильцы жалуются. Ну вот, идите к ним тогда. Мы уже сходили к ним. Скажите, почему? Вот и еще сходите. Ты что там лезешь? Ты Я пошел отсюда. Я вот они уйдут, я тебе зачем? отвечаю. Она же сказала, вы уедете, она ко мне пойдет. Могучки собрались тут шельмы. Я вас в рот, волки дырявые. Какая у вас приятная соседка. Скажите, а вот все эти обращения в полицию вообще ничего не дали? То есть ее ни разу не забирали? Ну, по крайней мере, я не видел. Понятно. А участковый? Участковый, ну вот я лично видел 2 раза участкового. А вы с ним разговаривали, с участковым? Я лично нет. Но соседи говорят, и писали, и ходили, и умоляли, но, как Понятно. видите, реакции никакой. Давайте позовем старшего по вашему дому, еще одного соседа, как я понимаю, Александра Курбатова. Здравствуйте. Здравствуйте. Александра, вот вы, кстати, сказали в сюжете, что уже 4 года, да, вы пишете заявление в полицию. Ну, да. А результат? Кристина проживает с нами в подъезде. Ну, ее хоть раз Нет. забирали в участок Нет. там. А что они, как они вам это объясняют? А нет оснований. Скажите, пожалуйста, она вообще как оказалась у вас в доме? Я родился в этом доме, да, в этом подъезде. Я вырос там всю жизнь. И ее муж, он тоже проживал там. Угу. И То есть это его квартира? Это его квартира была. Так получилось, что... Ну вот они встретили друг друга 4 года назад примерно. Она появилась в нашем подъезде. Год они, в принципе, жили. Ну, как жили? Ну как, она сразу такой была? Нет, не было сразу. То есть около года мы прожили нормально. Вы сказали так несколько иронично, что квартира, мол, ее мужа была. Это что означает? Ну, это она заявляет, и он переписал на нее дарственную, на нее и на ребенка. А он-то сейчас живет там или нет? Нет, после 20... Он сбежал сразу же, но он периодически сбегает. То есть он сбежал утром, 20 часов она стучалась, скажем так, ломилась в двери всем соседям. Я правильно понимаю, она начинает ругаться с мужем, он сбегает, и все, зло она выливает на вас, на Абсолютно всех, да? верно, да. Последний раз он бежал, и это все видели. Побитый, бежал. Побитый? Ну, конечно, побитый. И полиция считает, что нет оснований для того, чтобы забрать ее в отделение. А какое? Ну, вот у меня отказ возбуждения даже административного дела, когда она напала на мою жену. Красиво. Давайте послушаем еще одну соседку. Скандалы у нас. То Кристина подерется, тут с сестрой однажды дралась. Соседи слышали, видели, и милицию вызывали, и ребенка у нее забирала милиция. И может на улицу выскочить, всех отматерить и всех послать куда-нибудь подальше. Все ее достали. Хотя никто к ней даже близко не подходит. Бабушки наши ее сперва жалели, а сейчас сами слезы льют. Скандалы в квартире мимо проходишь, там и драки, детский крик. Ну, летом вот у нас частенько открытое окно. Окно находится как раз над входом в подъезд. Слышно тут и ночные крики,
И объяснения в любви, они тут друг друга объясняли как-то часа в 3 ночи вместе с детьми, там кричали, визжали. Нам в дверь она тут и пинала, и стучала, и что только не делала. Выломала звонок. Лампочка была тоже все разбита. Когда показали по Березняковскому телевидению передачу в похождениях нашей девушки, у нас начались дальнейшие военные действия. Снова прибежала, снова стучала с угрозами, снова вызывали полицию. Значит, у нее есть права, а мы-то все 5 этажей бесправные. Никакой на нее управы, то есть ничего, значит, нас можно оскорблять, обвинять во всем, что угодно. А она действительно белая и пушистая. Если она такая бешеная и устраивает такие скандалы с вами, у нее же дома еще 2 маленьких, совсем маленьких детей. А где органы Увезли опеки? ребенка, посиневшего на скорой, она не отдавала ребенка. Забирали самого. Приехала милиция, полиция, чтобы забрать ребенка. И она в этот же день его забрала из больницы. Что же вы соседушки-то все такие умные здесь? А куда это вы ломанули-то? Вам к ним. Да? Да. Извиняюсь. Идешь по улице, ты с мату на мат. Проститутка, шлюха, ты с моим мужем спишь. Что, скажи, не так? Я было? на колени могу встать Да перед хоть так всей ты вставай. страной и Да сказать, хоть так что ты так вставай. не было. А вот до 4:30 утра она долбила в двери, тарабанила. В какие двери? А всем соседям. Мой старший сын заходит домой, глаза дикие. Он мне говорит, выбежала какая-то бешеная, схватила зашкварник и начала говорить, что он у нее ворует вещи. Ну, ее хоть раз забирали в участок. Нет. Там. Как они вам это объясняют? А нет оснований. У Кристины совсем другое мнение о причинах этой войны, о том, с какими соседями она живет. Давайте посмотрим на экран. Все началось, вот они спровоцировали 68-я меня с того, что они поцарапали мне двери. Тут написали «бомжиха», здесь налили помои. И именно возле моей квартиры, вот здесь и вот здесь налито. Это ихняя жлоба, зависть. Потому что я с человеком с 12-го года заехала в эту квартиру и сделала 2 ляляк от 58-летнего. Это жлоба. Как так? Он жил бичом, с крысами, рыбой нас снабжал с 5-го по 2-й этаж. Все делал, кранчики, манчики за 200 граммочки. А тут Кристина молодая появилась, конечно. Как не жлобить на такую женщину, которая не пускает этих алкашей, у которой появилась крошечка дома, которая ухаживает за ним. Или Вова вот с такими дыбарами выходил из подъезда, с похмелья, с бадуна. Или он такой весь хопа после нормальной молодой женщины. Чистенький, ухоженький, все чистенькое, обстирано. Такой весь выходит. Конечно, люди сразу, у них жлоба вырабатывается автоматически. Как так? Галина Ивановна, у нее агрессия на меня из-за того, что я квартиру получила на сына дарственную. Она знала об этом. Я думаю, что у нее жлоба от того, что у меня 2 детей. Потому что она мне говорила, всегда говорила, а почему ты такая молодая, со старым живешь? Мол, что ты в нем нашла? Я говорю, ну, значит, нашла то, чего вы не нашли никто. Видите, у Кристины совсем другая точка зрения. Она считает, что все соседи ее собираются жить со света, потому что ей завидуют. Жлоба это завидуют, да? Это для меня слово новое, поэтому лучше о его значении спросить у самой Кристины, тем более, что она к нам приехала. Кристина Головина. Что же вы соседушки-то все такие умные здесь? А куда это вы ломанули-то? Вам к ним. Да? Да. Извиняюсь. А зачем? Подвиньтесь, ребят, чтобы так редком, Более лотком широкая. хоть здесь посидеть. Кристина, ну что там происходит у вас дома? Конфликты у нас начались с соседями из-за того, что у нас с Вовой на протяжении 2 лет идет ссора. Ребенок у нас кричит, Семен. Вова меня избивал. Никто мне не поможет. Когда он меня выкидывал в подъезд с детьми,
Я уже беременная была с Макаром, со вторым. Кристин, подождите. Так вы нам вот сейчас рассказывали одно на видео, а сейчас в студию вышли, говорите другое. Вы там говорили, что главный мотив – жлоба, как вы сказали. Жлоба, да. У ваших Ну, завидуют, они завидуют от того, что я сильная, от того, что я смелая, от того, что я твоих детей рощу одна. Если она считается, Кристин, Володя, подождите. Соседи здесь при чем? Они потому что они... Что они к вам прицепились? Они прицепились от того, что а почему Вова сделал дарственную, вот это Галина Ивановна, а прописана ли ты в этой квартире? То есть их бесит, что вы квартиру, да, из-за квартиры подождите, всё, да? я даже не сомневаюсь в том, что Вова Медведев проживал, который со мной, он им этого наговорил, что я его выгоняю из квартиры. Да, конечно. А чего вы пошли по этажам шариться и у соседей выбивать двери 20 часов? Они меня спровоцировали тем, что мне налили говно под дверь. Александр Курбатов, который 66-й, он показывает мне трубу и говорит, что вот с этой трубы вылетает Я говорю, вот именно, под мою дверь, под мой коврик, и именно где с коляской, и все мы передвигаемся, вот здесь лужу. То вот есть такую. вы считаете, что это сделали соседи? Подождите, Кристин, подождите. То есть вы считаете, что это делают соседи сознательно? Конечно. Поэтому вы не разбираетесь, кто конкретно это сделал. Кто что сделал, 68-я. Пошли по всему подъезду долбиться. Не по всему подъезду, я по всему подъезду не долбилась, спровоцировала 68-я. У меня был один Семен маленький, пнул 11-летний подросток, Илья или Никита, я не знаю, как мальчика зовут, пнул меня под дверь. Я вылетела в одной майке и в плавках, выскочила в подъезд, он вот так обернулся и мне сказал, пошла нафиг. Ну да. Бечевка. И вот так факелом мне показал. Кристин. Из-за этого я пошла и им разбила глазки и звонки. Давайте так, мы никуда не сдвинемся, если вы просто не будете отвечать на мои вопросы. По факту Владимир сейчас живет в той квартире или нет? По факту он убежал. Убежал, стоп, дальше. Я не знаю. Квартира сейчас кому принадлежит? По Медведеву факту. Семену, его сыну. То есть он переписал квартиру на Семена? Дарственную, да, Вы сделал. там прописаны? Я прописана. И младший ребенок прописан? И младший Макар прописан. А муж-то прописан ваш там? Муж тоже прописан. Понятно. Мы эту квартиру хотим разменять, Понятно. но улучшение сделать. Вы работаете? Нет, я в декретном отпуске. На что вы живете, скажите? Проживаю я сейчас на пособие детское, которое мне переводит 6680. И этого хватает? Этого не хватает, но на 1500 я и мои маленькие детки выживаем. А куда Владимир делся? Ну, посчитал нужным, что детей нужно оставить ради какой-то женщины. И ушел. Он ушел к бабе, к другой? Да. В свои 50, сколько ему сейчас? 58 лет. Понятно. Ходок. Смотрите, значит, вы утверждаете, что все действия, вы их не отрицаете, которые вы произвели возле 68-й и 69-й квартиры. Я не отрицаю. Я это сделала. Да. В 68-й квартире живет Галина Ивановна, правильно? Да, Галина Ивановна. Давайте послушаем, что Галина Ивановна рассказала про истинные причины, как она думает, этого конфликта. Мы с Володей Медведевым жили 35 лет в подъезде. Очень хороший мужчина, отзывчивый, помогал нам всегда, женщинам. Мы его никогда не видели пьяным, никогда. И он привез вот эту Кристину с деревни, там, где он проживал в молодости. Как появилась, так все. И война началась. Она все время его бьет. Все время. Он сейчас забитый. Он не похож даже на мужчину. А потом она стала ревновать нас, всех, и старых, и молодых, и стала устраивать драки. Мы уже не стали даже выходить на улицу. Так ее боялись. В 2014 году приехали мои дети. Ксении 34 года. У нее показалось, что это Ксения смотрит на ее мужа. И они стали конфликтовать. Она ее обзывать стала всяко, кричала ей вслед: «Зачем ты увела моего мужа?» 24 октября она нам выбивала дверь 20 часов. Когда она нам выбивала вот эту дверь молотком, у нас уже засовы опускались, и мы боялись, что дверь раскроется. Мы схватили скотч
и давай все обматывать снизу и сверху. Вот, смотрите, пожалуйста, все выбитое и все оборванное. Вот посмотрите, она вырвала даже нам вот эту железяку. У нее такая была бешеная сила. Кристина нам сказала, что я вам сейчас житья вообще не дам. Ксюша сбежала, забрав своего ребенка 12-летнего и не сказав даже, где она живет. Так Володя, подождите, Володя с Ксюшей, что ли? Ну, наверное, я думаю, что так. Потому что она влезла к нам в семью. Как-то ночью мусор я выкидывала. Медведева опять дома не было, Володя. По ночам. И она ко мне опять идет, ну, на улице такая: пойдем, разворачивайся, пошли к тебе, зайдем домой, сейчас все поговорим. Пьяно. Я говорю: нет, я не развернусь и не пойду. Ты почему решила, что ты в мою квартиру будешь заходить? Так, ну, как заходила, так и зашла. Нет, не будет этого. Где-то дня 3 прошло, стучится в 3 часа ночи, потом в 5 часов ночи. Я все хочет. Подожди, мы-то при чем? Потому что Аля, Зачем она... вы вырвали клок волос у жены? Я никого не вырывала, я никого не трогала. Но они что, врут, что ли? Они врут, да. Зачем? Они наговаривают на меня. Она когда заходила, когда говорила, Подождите, но сидят два взрослых Подожди, мужчины. ты только что... Вот, они, да потому что они сговорились. Галина Ивановна, Курбатов и вот этот мужчина. мне-то какой я его интерес? знать не знаю. Он наговаривает на меня, что я его ребенка тронула. пол-третьего за стычками ночью. Пипец, да не было такого. Ты поднимался по лесенке. Ты поднимался по лесенке, а 50 рублей у твоей жены занимала 50 рублей. Подождите, но жене-то его волосы драли. Я не драла, я никаких. Ну Как вот ты он только же что, сидит. ты приходила, извинялась, а сейчас ты врешь? Подождите. Вера Михайловна, здрасте. Вас Кристина била? Она ворвалась к нам в квартиру. И потом мы поехали в полицию, написали заявление. У вас-то она то, била что вы или нет? говорите, чтоб не Подожди. лишили детей, извиняюсь за выражение. Слушай, ты не кричи. Ты не кричи. Ты мне, я сейчас скажу, какое дело. Ты не кричи. Ты не кричи. Не могу просто. Кристина, дорогая, ну подожди секунду. Ну, вот она что, врет, что ли? Подождите, она в чем врет? Я вам скажу. Вот ее дочь Ирина, да? Тоже я всегда с ней хорошо общалась. Я всегда с ними здоровалась, всегда. Всегда идешь по улице, ты с матом на мат. Проститутка, ты с моим мужем спишь. Что, скажи, не так Я было? на колени могу встать Да перед хоть как всей ты вставай. страной и Да сказать, хоть как что ты так вставай. не было. Было, Друзья мои, подождите. Когда приходила Тише! Била она вас по голове или нет? Била. Заявление писали в полицию? Писали. Ход дали этому заявлению? Нет. Почему? Мы сколько раз обращались, то сказали, ей все некогда. Кому ей? Швецовой. Побои сняли. И что, и никак? И никак. Понятно, спасибо. Вернемся к Ксюше. Ксению звали. Она вообще дама-то видная, да, она любит попозировать. Но к нам почему-то наотрез отказалась ехать. Но мы люди хитрые, мы все-таки с ней нашли способ поговорить. Давай глянем. Тут она жила в этом подъезде с одними бабушками. А тут я такая принцесса появилась, которая не выглядит на свои года. Она видит, кто меня привозит, да, вот там, какие молодые люди около меня, которые меня встречают, провожают, забирают. Потом бывает такой момент, что я просто я прогуливаюсь и захожу в подъезд. Не знаю, она либо чувствует меня, либо что, я не знаю, она выскакивает, она меня хватает. У подъезда начинает меня трепать и говорит: посмотри на меня. Я купила такие же шлепанцы, как у тебя, ну понятно, что там дешевле, там 88 раз. Также закалывает волосы, там еще что-то. Она мне просто подражает. Она хочет быть такой же, как я, но она такой не будет никогда. То какая-то дура не в адеквате со мной связалась. Мы 3-й этаж, она 1-й этаж. Вы понимаете, что я их не знаю. Это не человек, это не мать, это не женщина, это не девушка. Я не знаю, как ее вот. Это какой-то монстр, это чудовище. Это даже не животное. Животное так не поступит. Это чудовище такое, которое несет бред, сочиняет, поет боярышникам своих детей, чтобы они свои пасти позакрывали и не орали. Это нормально? А я не опущусь до этого уровня никогда. Мне с ней не о чем разговаривать. Мне с ней выяснять нечего.
А она вот напьется и в домофон нам звонит 3 часа ночи, в 4 и орет. А помнишь, как мы с тобой, у меня, говорит, пили? Я говорю, что? Может, перепутала квартиру или что? Ну как я могу пить у нее дома с ней? Это дворницкая, это даже не квартира. А вот помнишь, когда ты моего ребенка на руках держала? Ты какого? Я их глаза не видела никогда. Ну зачем мне нужна ты, зечка? Ты старый, которому 68 лет. Я этого человека не знаю, видела его в жизни вместе с ней 2 раза во дворе. Все. Раз во дворе, раз за домом. А если он сейчас будет, вот мне сейчас его сюда, я даже его не узнаю, что я их не знаю. Это вот такая у него бурная фантазия. И к вам дотрагиваться, и переступать твой вшивый порог, мне сказать больше нечего. Я в шоке просто. Она мои слова передела. Понимаете, человек ищет выгоду себе только. Сделать себя хрустальной, идеальной. Она то ругается с мужем, посылает его, материться. Я вот так вот с ноги двери раскрыла, я разорвала ему трусы, вот так сзади взяла. Он у меня Он что, в одних трусах был, а что ли? она убежала. Да, она на все скандалы, где идет по соседям, она берет с собой детей. Она прикрывается этими детьми. Что же вы ж соседушки-то все такие умные здесь? А куда это вы ломанули-то? Вам к ним. Да? Да. Извиняюсь. А вот до 4:30 утра она долбила в двери, тарабанила. В какие двери? А всем соседям. Вова меня избивал, никто мне не поможет, когда он меня выкидывал в подъезд с детьми. Вы нам ответьте на вопрос все-таки. От того, что он Нет, был... сейчас Вова-то с этой принцессой или нет? Я считаю, что да. Я его ловила в подъезде, я ему трусы разорвала в подъезде, когда она в очечах возле 64-го ящичка, где замочек, вот так вот, извиняюсь, можно я встану? Да. Я вот так вот с ноги двери раскрыла, потому что я хотела понять, с кем он общается. Я разорвала ему трусы, вот так сзади взяла. Он у меня Он что, в одних перевернулся, трусах был, а что ли? она убежала. Да, в одних трусах. Он вышел. Он на лестнице Да, в одних а потом трусах он стоял? мне говорит, я медведь, у нас произошла опять драка дома, соответственно. И они все говорят, что я его ревную. Нет, я боролась за свою любовь, за свое гнездышко. Гнездышко теперь по закону у вас никто не отнимет. Разве плохо, что Володя слинял, наконец, с этой крысой? Нет, я не хочу его отдавать, я никому не... А вы его я готовы не... простить? Я не дам никому жить с ним. Пускай воспитывает моих детей. Где Медведев сейчас? Я не знаю сейчас, где он. А не когда знаю. вы драться-то вот так стали и скандалить на 2 весь года подъезд? назад. А 2 что года. случилось 2 года назад? Сначала он неделями не стал приходить домой. Баба, В что этот ли, момент вы появилась? забеременели. Я уже была беременна Женщина вторым. какая-то появилась у него или что? Я сначала ничего не подозревала, никакой женщины. Я никогда его не ревновала. Никогда. Не было ревности. Ревность была тогда, когда я услышала и увидела лично Ксюшу и его, как Всё, он... это мы поняли. Подождите. То есть вы не знаете, где сейчас Владимир? Сейчас я не знаю. Вы знаете, мы предприняли попытки его найти. Мы поехали в ваше родное село и пообщались с вашей мамой и с соседями. Давайте посмотрим. Хулиганила в школе. Что попало, творили, училась когда. Залезть на крышу, стекло положить на трубу, чтобы задыхалась. Вот тут у нас учительница одна жила. Поначалу вроде бы, может быть, и дурачились, а сейчас у нее в агрессию уже это перешло. Пить не надо. Пить. Не надо ей пить. Ну, если бы она подаст, тогда у нее вообще пыл и жар. На нее, может быть, даже такое найти. Там, соседей-то она знает, он на нее посмотрит, не так посмотрел, не то сказал, она взрывчивая, она может сразу тут же и на конфликт идти. Скандальная девчонка, ничего не сказать, женщина сейчас уже. Скандальная. Ох, как умеет она сочинять вообще. Я ей всегда говорю, тебе надо режиссером быть. Она прям на ходу может сочинить тут тебе сказку про белого бычка. На ходу. Мы жили по соседству, учились в одной школе, он меня годом старше, муж-то Ионой. Она меня всегда, я как к ним не появляюсь, я сейчас даже ездить к ним не стала, потому что мне надоело эти вот чепуху всякую слушать. Он часто убегает, она его сама прогоняет.
Она сама драться на него кидается, она сама гонит. И он вечно царапанный, бедный ходит, этот Вова. Она ему покоя не давала. Пойдет на работу к нему и скандал там учиняет. А кому это надо? Сумасшедшая Луна. Ужасно. У меня уже сил больше нету. Я говорю, я к ними ездить не стала. И наплевать, говорю, как хотите, так и живите. Она была у меня с этим пацанчиком маленьким. Пришла ко мне. Принесла бутылку водки, давай выпьем, выпила. Ребенка оставила, а сама в клуб ушла. Она была беременная. Когда у меня была, ребенка оставила, она беременная была. Вот она вообще распущенная девка. Смотрите, подождите. Значит, ваша мама говорит, что вы пьющая, во-первых, во-вторых, врушка. В-третьих, я так Ей понял... выгодно так говорить. Почему? А потом... Выгодно, знаете почему? Потому что она в 80-х годах с этим Вовой, с которым я жить начала, я даже не знала, что они там гуляли, да? С вашим мужем? Другая бы мать сказала, слышь, ты куда лезешь, да? Это, я с ним в 80-х, тебя в проекте еще не было. Это... Отойди, с кем ты жить-то хочешь? И мама на вас наговаривает. Из ревности тоже. Да не из ревности, просто... Из зависти. Из зависти тоже. Подождите, от того, что подождите, я а вот... встала на ноги. Они вам все завидуют. Подождите, я на улице воспиталась. Я освободилась, когда меня ни мать не пустила, ни отец. Кристин, мы этот момент вашей биографии упустили. Вы были в лагере? Да. Сколько у вас судимостей? 2. Долго вы там были? А какая Долго статья? вы там были? 158-я. А это что? Кража. И первый и второй раз за кражу? Да. Сколько вам давали в первом и втором случае? Первый раз давали год и 15 дней, а второй раз давали 2 года и 3 месяца. Вы от звонка до звонка? Да. И мы сейчас продолжим говорить с Кристиной о том, есть какая она подруги-то у тебя мама. какие-то И вообще? правда ли то, что вот соседка на вас У меня были наговаривала? подруги, да, я от них отреклась. То, что они выпивают. Подожди, это же твоя А подруга? это нет, это самая лучшая моя любимая подруга. А вам сколько лет? Мне 28. Слушайте, ну живы, здоровы, волосы вроде не щипанные. То есть можно дружить с Кристиной? Да, конечно. Марин, дорогая, но не может же быть. Вы же видите вот этих людей. Они же абсолютно адекватные, нормальные люди. Ну что, они врать будут, что ли? Вот этого я вот не знаю, но вот если честно, она очень хорошая мама. Вот я бы никогда бы не подумала, что она мне будет даже лучшей подруги, она будет что-то наговаривать и врать. Поэтому я ее не осуждаю, я считаю, что она права, что соседи на нее наговаривают. Вчера вы с Кристиной лаялись настолько, что вы даже сбежали из гостиницы или нет? Ну, это личные у нас. Подожди, какие-то. лаялись или нет? Поссорились просто, Сегодня да. вы поссорились настолько, что даже на программу не хотели идти, или как? Ну, поссорились, но не Сколько потому, раз вы за то время, которое провели вместе, вот последние 1,5 дня, вы поссорились? 2 раза. Прекрасно. По вашей вине? Да не по моей вине, просто у нее такое... Она ведь очень вспыльчивая. И Так а что же делать Подождите. людям, которые с ней живут по соседству уже 4 года? Я себя хорошо веду, но не повела хорошо то, что спровоцировалось на эти царапины, которые сделали у меня на двери. Мне не надо было идти никуда, ничего бить. Кристина, если рассуждать так, как ты рассуждаешь, что же должна была сделать Галина Ивановна после того, как ты ей разбомбила всю дверь? Прийти и застрелить тебя, что ли? Перенесемся в Березники. Нам дал комментарий специалист по связям с общественностью МВД Березняковский. Давайте глянем. С начала 2016 года в межмуниципальный отдел МВД России Березняковский от граждан дома по улице Мира поступило 6 обращений о правонарушении гражданки одной из квартир. В отношении женщины было составлено 2 административных протокола по статье 7.2 закона Пермского края. Это нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. По одному из обращений гражданина был составлен административный протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Это мелкое хулиганство. Кроме того, данная семья состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних как неблагополучная. Ну вот, ты понимаешь, что происходит? Если ты не найдешь общего языка с соседями или не переедешь, но там тут все равно придется искать общий язык с другими соседями, то жизнь твоя, я тебе говорю, вот она у меня на ладони. Детей в детский дом, потом в приемную семью, тебя закроют. Тебе зачем это нужно?
я жить без них не Ну так вот, ты пришла сюда для того, чтобы этого больше не было, насколько я надеюсь. А у тебя своя жизнь, и тебе нужно строить ее по-человечески. Ну ты видишь, как не хочешь. Вот Светлана Трескова, еще одна соседка Светлана Трескова приехала. Хочешь с тобой поговорить? Светлана, идите сюда. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемая студия. Мне реально жалко детей, поэтому я сюда приехала. Я живу на 5-м этаже в одном подъезде с Кристиной. Она то ругается с мужем, посылает его, материться. Куда ты там, еще с кем-то там ругается, все слышно. Подождите, я правильно понимаю, что дети маленькие ни в какой садик не ходят, то есть они все время дома, и они все время свидетели вот этого всех этих конфликтов? Да, она на все скандалы, где идет по соседям, она берет с собой детей, она прикрывается этими детьми. Ко мне она вламывалась, открыла дверь, она ребенка вперед на руках-то его. Я, естественно, ее не толкну. Вот, денег просила. А у вас были мысли, может быть, как-то в органы опеки? Были. Я звонила в органы опеки. Я звонила, мне там еще номера назвали, позвоните туда-то, позвоните туда-то. И мне сказали, вызывайте милицию, нам надо факты. Нам надо факты. Я говорю, уже сколько вызывали милицию, и все. Нет, мы ничего сделать не можем, пока нам надо милиция, чтобы сначала действовала. А Кристина выпивает? Выпивает, она пьет. Слушайте, ну вы как мать, имеющая детей, вы хотя бы пытались с ней раз подойти и поговорить? Скажи, давай поговорим с тобой, может у тебя какие-то проблемы, может чем тебе помочь? Говорила, слушайте меня внимательно. Мы с ней пытались, я говорю, Кристина, что ты делаешь, что ты вытворяешь? У тебя дети, да и не я одна говорила, весь подъезд ей говорил, у тебя дети, займись детьми. Вот. Она меня выслушала, да, вроде, я их, говорит, сдам, говорит, сегодня уеду, их вызову, я их сдам. Ты что врешь, сидишь вот это она говорила. Прям скажите, а дети-то как выглядят? Вообще ухоженные? Они вообще голые по подъезду не ползали. Кстати, вот в этом, что в плане одежды дети одеты хорошо. На улице. Дети одеты хорошо. Я видела, когда она была пьяная, с коляской, там по телефону музыку слушает, а дети ползают по подъезду. А мне надо было на работу. Почему мы должны ей заниматься этой красавицей? Ко мне приходила, деньги просила. Давайте посмотрим, давайте на экран посмотрим, пожалуйста. Сейчас. Я почувствовала, что со мной что-то не так. Я сходила, проверилась, мне сказали, что девушка, вы беременна. И я прыгала от счастья прям. Вот прям прыгала. Потому что я любила этого человека. Я родила 2 прекраснейших сыновей от него. Дети меня изменили. Когда я первого родила, да, вот я почувствовала, что такое роды. И меня, наверное, к этому привело, к материнству хорошему. Что я поняла, что дети для меня это все. Когда я родила, мне его просто достали, положили на грудь. Вот это инстинкт материнский. Вот я прям почувствовала, я не могла дышать вообще. Мне было до такой степени хорошо и прекрасно. Семен у меня ходит в садик. Мы утром одеваемся. Мама одевает первого Семена, второго Макара. Уводим Семена к 8 часам в садик. Приходим с Макаром домой, ложимся поспать до 9 часов, мы спим. Потом начинаем ходить, гудеть, играть, орать. Мы занимаемся, купили вот такой стол, изучаем азбуку, потому что денежки только пока. Вот на такое нам хватило. Я и мама, и папа замещаю. И маму, и папу. Я воспитаю своих лялек. Одна, что вот этого солнышку моего, козявочку сладкого, что вот этого солнышко, да, козявочка, мое солнышко драгоценное. Если у меня этих драгоценных бы не было, и не знаю, я просто дышать без них не могу. Они мне нужны как воздух и вода. Я не смогу без них жить никогда в жизни. Это мои такие вообще самые прекрасные, любимые дети. Если ты хочешь, чтобы эти дети были счастливы и жили с тобой, тебе надо наплевать на весь этот внешний мир, заниматься собой и детьми. У тебя другого выхода нет. Ей не на молоко деньги, она просит, дай мне на молоко, а ей... А куда, по-вашему, Владимир делся? А я откуда знаю? Я с ним не сплю в одной постели и с ним не живу.
А она вас тоже в этом обвиняла? Да. Вот я прихожу домой с работы, и знаете что? Я хочу побыть дома с своими детьми. Почему я должна ходить к соседям с шариками и их развлекать? А вот до 4:30 утра она долбила в двери, тарабанила. В какие двери? А всем соседям. Я вот так вот с ноги двери раскрыла, я разорвала ему трусы, вот так сзади взяла, он у меня Что, перевернулся, в трусах был, а что она ли? убежала. Да, она на все скандалы, где идет по соседям, она берет с собой детей, она прикрывается этими детьми. Даже в вашем подъезде, даже среди вас, да что там, даже ваша дочь, которая все это время находилась за ширмой, считает, что ей нужна помощь. Давайте откроем и выслушаем Ирину Давыдову. Помощь, ей на бутылку надо. Ну вас же она тоже била. Била, я не спорю. Ее в первую очередь кодировать надо, психиатру надо, ей нужно лечение. Скажите, пожалуйста, а куда, по-вашему, Владимир делся? А я откуда знаю? Я с ним не сплю в одной постели и с ним не живу. А она вас тоже в этом обвиняла? Да. Мы, когда Владимира искали, мы встретились с его братом, который тоже не захотел приезжать на программу. Но по телефону он нам сказал вот что. Да неадекватный человек, как он. Мы соседями были, она у нас в деревне росла, на глазах у нас. Тоже и Вова росла на глазах. Вот понятия не имеет, чего он мне нашел. Постоянно ругаются, что с соседями конфликты. А вы с ними связывались вот после того, как он пропал? Да он в смысле как пропал? Он в дом уходит за нее. Ну, на той неделе видел. А это был вторник. Или среда, что я не помню. Могло такое быть, что он просто ушел? Конечно, он просто ушел, да и все, что. Раз он постоянно так делает, Ваши мысли, Вова, сейчас, он где может быть? скрывается. Просто не хочет домой идти. И неоднократно уже, не первый раз вот он ушел так. Он постоянно уходит оттуда. Так что ничего здесь такого удивительного нету, что он ушел от нее. Но у них же дети совместные, как он мог так уйти? Я сомневаюсь, что это его на дети. Она на его вообще не похожа. Близко нет. Это уже он врет. Ну, ребят, ей было очень тяжело. 2 ходки, поверьте мне, это ёрш. Это ёрш. Вы немножко должны понимать, тем более вы матери. Вы матери, соберитесь. Придите с банкой сгущенки, с банкой варенья. А тебе, Кристин, вот сейчас после этой программы будет каждый шаг, чтобы от тебя избавиться как от проблематичной соседки. Пройди какое-то лечение, сядь на какие-то препараты, которые будут контролировать твое вот эту вот энергетическую такое возбуждение. Поверь мне, результат А я вот с тобой тебя не ждет согласна. очень плохой, если ты не возьмешься за голову свою. Абсолютно. Можно 5 минут? Извините, пожалуйста. Вот вы говорите, банку варенья, банку сгущенки, Чтоб да? тебе ее на голову а ей одели. это надо. Ей нужна бутылка. Вот если вы ей пузырь принесете... А вы спросите, что ей надо? Вы хотя бы спросите, что она хочет. Я знаю, я спрашивала, я ее неоднократно видела, что она с пивом в коляску с горы несется. Она всегда у пивного алкоголь вот этот покупает. Ей не на молоко деньги, она просит, дай мне на молоко, а ей... Я все прекрасно понимаю. Как вам тяжело, понимаю. Но вот вы сидите, и вас много. Она сидит одна в стороне. Вот не ищите от нее шага вперед. Попробуйте сами для нее что-то сделать. Ну, купите гостинцы детям, придите к ней домой. Ну, просто, я не знаю, с шариками, с музыкой какой-то. Ну, посидите вместе. А давайте после этой программы вы это сделаете. Вот я сижу и слушаю, так все хотят хорошими показаться. Вот я прихожу домой с работы, и знаете что, я хочу побыть дома с своими детьми. Да, Почему я должна с ходить работы. к соседям с шариками и их развлекать? Да. Ну вот правда, и все такие белые, пушистые. Проблема в том, что первый момент, либо она совсем не умеет себя вести и социально не адаптирована вообще, вот, либо второй вариант, вот, который мне кажется, вот, у нее просто патология. У нас в гостях Альмира Шергина, она как раз из Березняков. Альмира общественный деятель там. Расскажите нам, вот что делать? Как пресс-секретарь при МВД сообщила, что на нее заведено 6 административных дел. Психиатрическая помощь была оказана. Сказали, что все у нее хорошо. Обследование было, да? Обследование было, да. Дома только проводилось оно, то есть не в клинике.
Вот. Так не бывает, да. Они пошла когда дальше выехали, встречаться. задали пару Это всё вопросов, хорошо. она ответила, то есть адекватно, сказали, Я все даже замечательно. могу и сказать... Скорая приехала просто. Я даже могу сказать, какие вопросы. Подождите, Вы какой себе сегодня день, какое число, какой год? Этот человек меня попросили сопроводить в аэропорт, она меня в аэропорту накрыла таким матом, что я в Вот. жизни такого не слышала. Вот. И я поняла, что у человека, извиняюсь, клиника. Пора вызывать профессиональных специалистов. Спасибо. До свидания. Социальные работники, забрав моих детей, они сломали мне жизнь. Немытая посуда. И новорожденный ребенок, месяц от роду, завернут в какую-то грязную тряпку. В таком доме детей содержать было нельзя. Те деньги, которые вам дали, вы потратили частью на свет, остальное ушло на жизнь. Правильно я понимаю? Ну да. Суд заведомо поставил перед вами неисполнимую задачу. Да. Правильно? Я маленьким рос вот почти в таком же доме. Я не знаю, что со мной бы сделала мама, если бы она пришла, и такой бардак был бы там. Такая грязь. Предвзятое отношение ко мне. И они просто мстят таким образом? Да, это месть какая-то. и всё. Это месть. Вы разрушили семью, ни хрена не делаете для того, чтобы она смогла исполнить решение суда, и мои деньги отдаете на то, чтобы семьи не было. Вы кто после этого? Худеем к Новому году с диетой Елены Малышевой, набором готовой еды для снижения веса. Разнообразное и правильное питание поможет вам стать стройной и красивой.